День 1943. Олег на связи. Наконец-то одному знакомому установил систему умного дома. Это сервер умного дома на базе Orange P3. И как-то давно, еще полгода назад с ним обсуждали, что вроде есть такая потребность, нужно управлять отоплением в умном доме. Это вообще дача. И хотелось бы, чтобы можно было удаленно включить это отопление. Конечно, задача самая такая простейшая и вроде как всем понятная. Потому что остальные какие-то способы управления умным домом, управление светом или защитные функции, например, для перекрытия воды или полива, или еще какие-то на даче, они приходят уже потом со временем, когда уже понимаешь, что это такое и как оно вообще все работает. И даже самое простое, это просто поддержание температуры в определенных комнатах по датчику температуры с помощью, допустим, электрических обогревателей. Это тоже не сразу приходит. Все хотят, чтобы просто можно было включить или выключить. Можно много способов для решения этой задачи найти. Можно просто купить какой-нибудь умный конвектор с Wi-Fi модулем, например. Если есть интернет, то подключить, и все, тогда будет такая функция доступна. Даже будет больше, можно будет выставлять на этом конвекторе нужную температуру целевую, и он будет поддерживать ее. И многие так делают, но, в общем-то, просто такие конвекторы довольно дорогие. Если много комнат, нужно в них это как-то все отдельно настраивать, устанавливать, покупать такой конвектор. Это, конечно, будет дорого и довольно сложно все. Я этот сервер уже подготовил очень давно. Он у меня где-то полгода лежал в квартире. Он был подключен. К нему был подключен Zigbee Stick от Сонов. Сразу заказал несколько розеток. Как раз там были всякие распродажи. И можно было купить и датчики, и розетки, и другие устройства с большой скидкой. Конечно, некоторые приходилось подождать, пока они приедут из Китая, но в целом остальные привозили довольно быстро. И, конечно, я когда дождался все эти устройства и датчики, я их подключил по Zigbee к этому серверу, сразу, чтобы потом не надо было это отдельно делать. Сделал такое связь между определенной розеткой и датчиком температуры. И дальше уже добавил в Home Assistant, установлен на этом сервере эти все розетки, эти датчики, написал специальные сценарии. Я пробовал разными способами, как можно сделать, чтобы было удобно управлять. Но самым удобным оказалось использовать такой специальный компонент Generic термостат в Home Assistant. Он позволяет добавлять просто через файл конфигурации указывать конкретную розетку или реле, который будет управляться, указывать датчик температуры, с которого будет указываться значение текущее. И можно жестко указать целевые значения, несколько разных пресетов сделать, еще настройки небольшие сделать, например, гисторедис указать. А дальше уже можно в самом приложении Home Assistant это все визуально неплохо выглядит. Такой компонент специальный, и на нем можно уже устанавливать нужную температуру, если это потребуется. И также можно включать или выключать этот термостат, чтобы он не реагировал на изменение температуры. То есть, в принципе, никаких автоматизаций писать не надо, все оно само уже будет работать сразу. В итоге, когда этот сервер со всеми этими датчиками, розетками я привез на эту дачу, то просто несколько построек есть небольшой домик, который старый был, и в нем установил эту розетку умную одну, установил датчик, и сразу, в принципе, когда сервер подключил в розетку, по сути, также интернет тоже проводной, на даче есть, это хорошо, гораздо проще будет его администрировать удаленно или как-то подключаться к разным устройствам, которые этот сервер обслуживает. И этот сервер сразу заработал, розетки сразу определились. Единственное, датчик температуры, он, конечно, был в спящем режиме. Его пришлось переподключить еще раз. После этого, в принципе,
все заработало, и уже ночью, когда я там спал, то, в принципе, температура поддерживалась автоматически, очень комфортная. То есть до этого у них просто стоял обычный конвектор, самый простой, в него два режима. Есть режим 800 Вт и режим 1200 Вт, то есть он, по сути, 2-киловаттный сам. И они просто включали его обычно там на какой-то из этих режимов, и он просто работал и нагревал эту комнату. Иногда было так, что там становилось очень жарко, приходилось его вручную включать, потому что термостат, который на конвекторе стоит, он очень приблизительный, его выставить практически невозможно на нужную температуру, то есть надо специально дождаться, когда температура повысится, потом именно до нужной, а потом так подкрутить его обратно, чтобы он выключился, и тогда он будет в таком примерном режиме и поддерживать. Но вот очень долго, сложно и нудно выставлять такую температуру. Поэтому так не делают, а просто включают и все. Здесь, конечно, стало гораздо удобнее. Вообще температура поддерживалась там идеально. Было очень комфортно. И даже оказалось так, что сама мощность этого обогревателя, она не самая большая была включена, стены вот этого домика, они вполне неплохо теплоизолированные. И вообще там включение-выключение розетки, которая управляет конвектором, оно практически не происходило. Там несколько раз всего за ночь он включился и выключился принудительно. А так просто работал и поддерживал нужную температуру. Конечно, когда начинаешь там ходить, открывать двери, например, или даже открыл окно, чтобы проветрить, если там показалось, что уже душно, то тут, конечно, тоже нужны какие-то дополнительные еще режимы. Например, поставить можно датчик открытия окна, и тогда на него реагировать, или там открытие двери. Но это по большому счету, в принципе, не обязательная функция, потому что все равно, если зимой, то там окна не оставляют открытыми, а летом это, в принципе, не надо. Обогреватели, скорее всего, там вообще будут выключены постоянно. Ну и на следующий день просто там уже я взял розетки, все, которые у меня их было 5 штук, включил в этом домике, там в соседней комнате еще, и также отнес в новый большой дом. Он там двухэтажный. И просто воткнул эти розетки умные в обычные розетки, которые находятся на стене со стороны этого домика. То есть, чтобы фактически связь была максимально хорошей. Ну и тогда получилось так, что в принципе связь там практически максимальная, там 255 показывает. На некоторых розетках, на других там около 140 единиц, это, в принципе, очень хорошо. Ну, а дальше, если нужно уже по большому дому будет сделать, надо будет еще просто розеток дополнительных установить. Ну, можно, понятно, что устанавливать разные реле, но с ними похуже, потому что они устанавливаются обычно в подрозетнике, или если там скрытый монтаж. Если открытый, то может быть не очень красиво это просто все будет выглядеть. Но из-за этого получается, что у них сигналы там гораздо хуже, а у розеток они, по сути, находятся снаружи, и из этого, конечно, сигнал у них гораздо сильнее и лучше передается. Но если поставить в каждой комнате, там, на каждом этаже по такой розетке, то получится такой периметр Zigbee сети, он вполне хороший получается и постоянно, потому что розетки они все время включены, и тогда любые датчики уже тоже будут работать. Ну, я, по сути, еще в одной там комнате сделал такой же пока режим, что также положил туда датчик температуры, это датчики от Акара, у которых температура, влажность и давление измеряют. И в эту розетку тоже был подключен конвектор, тоже такой довольно простой. И, в принципе, уже тоже заработала нормально в таком режиме поддержки постоянной температуры. Но для того, чтобы управлять всем этим умным домом и иметь доступ к Home Assistant, конечно, облако Home Assistant оплачивать, наверное, и проблематично сейчас, да, и довольно дорого. Проще там используется роутер Kinetic, причем самый простой, это модель Start. У нее тоже, как у других роутеров, есть возможность пробросить через динамический DNS. У Kinetic специальный такой режим.
И тогда можно будет снаружи заходить на страницу Home Assistant. Есть небольшие сложности в Home Assistant, если использовать еще авторизацию с помощью пароля у роутера, то тогда Home Assistant будет выдаваться ошибка при работе, и там некоторые сценарии нельзя будет изменять, какие-то доработки делать удаленно. Но если просто дать полный доступ к серверу, чтобы сразу форвардил он весь трафик на этот сервер, этот роутер, а дальше уже просто с помощью пароля в Home Assistant защищать, то да, нормально все работает, можно полноценно и управлять, и там сценарии настраивать, переделывать, практически полный доступ получается. И вообще без всяких проблем все работает. То есть для того, чтобы эти термостаты включать или выключать, по сути, и связанные с ними обогреватели и умные розетки, то вполне уже можно через эту страницу работать, через этот веб-сайт, фактически у Home Assistant. А если добавлять в приложение Home Assistant, у меня не получилось сделать, что-то не работает. Причем в локальности нормально работает, но если указывать внешний адрес, то Home Assistant в приложении не запускается. Фактически он открывает эту страницу в отдельном приложении в браузере, и тогда только там можно это все подключиться и что-то делать. Тут надо еще поразбираться, возможно, есть какой-то другой режим. И самым простым способом еще, конечно, это можно добавить в Яндекс приложение, прокинуть, то есть есть специальная интеграция в Home Assistant, я ее тоже предустановил, нужно только залогиниться. И тогда просто эти розетки и термостаты, они будут доступны в приложении Яндекса, и можно будет разными голосовыми командами говорить, включить термостат такой-то, или установить такую-то целевую температуру в такой-то комнате, или сделай потеплее, или сделай попрохладнее. То есть такие разные сценарии тоже будут уже сразу работать. То есть, в принципе, дальше остается покупать много розеток и придумывать, для чего еще этот умный дом может пригодиться именно в таком умном доме.